Друзья, рад приветствовать всех на нашем очередном погружении в текст. Знаете, сегодня мы начнем с очень, скажем так, до боли знакомого чувства. Случалось ли вам просыпаться с ощущением такого тяжелого, вязкого дня сурка? Когда кажется, будто мы все наглухо застряли в бесконечной рутине. Будто мы просто маленькие незаметные винтики в огромной машине общества. Проснулись, пошли на работу, вернулись, уснули. И, честно говоря, на фоне всего этого глянцевого, отфильтрованного успеха из соцсетей, наша собственная жизнь порой кажется совершенно лишенной уникальности. Но именно здесь сокрыта великая тайна. Так что давайте в этот разбор окунемся с головой. И все это подводит нас к одному очень прямому вопросу. А видит ли вообще Всевышний каждого из нас лично вот в этой бесконечной толпе? Имеет ли для него хоть какое-то значение этот наш монотонный, скромный труд изо дня в день? Знаете, когда мы дико устаем от однообразия, очень легко начать обесценивать самих себя. Но древний текст Торы отвечает на этот вопрос с такой невероятной силой, что это просто способно перевернуть наше восприятие собственной жизни на 180 градусов. Тут нужно понять фундаментальную разницу подходов. Как вообще мир и корпорации оценивают людей? Для них мы кто? Мы статистика, налогоплательщики, человеческие ресурсы, в конце концов. Но посмотрите, что происходит, когда Творец приказывает Моше в книге Бамидбар провести перепись народа. Он использует совершенно потрясающую фразу на иврите «насо эт рош». Буквально это переводится как «подними голову». Понимаете, Всевышний не просто пересчитывает нас как какую-то безликую массу. Сказать «подними голову» — это значит вернуть человеку достоинство. Это значит посмотреть прямо в глаза и подтвердить абсолютно уникальную ценность каждого перед Творцом. Итак, первая часть — загадка главы Насо. Мы с вами входим в самую длинную главу во всей Торе. Представьте, момент невероятного исторического триумфа, освящение Мишкана. Слава Всевышнего буквально спускается на землю, и в честь этого грандиозного события лидеры колен Израиля приносят свои дары. И вот тут-то кроется величайшая текстовая загадка. Да что там, настоящая абсурдность. 12 дней подряд 12 лидеров приносят абсолютно 100% одинаковые дары. Одно серебряное блюдо, одна чаша, один золотой совок и ровно те же самые животные для жертвоприношения. Казалось бы, логично просто написать «и остальные принесли то же самое», верно? Но нет. Руах ха-Кодеш повелевает записать этот идентичный монотонный список 12 раз подряд. В древнем мире каждое слово на пергаменте стоило колоссальных усилий. Так зачем же тратить столько места на этот детальный копипаст? И вот мы переходим ко второй части — секрет уникальной каваны. Древние мудрецы тысячелетиями, в буквальном смысле слова, бились над этой загадкой, и один древний мидраш открывает нам потрясающую духовную тайну, которая ставит все на свои места. Смотрите, само понятие кавана означает глубокое внутреннее намерение, направленность сердца, нашу духовную концентрацию. И весь секрет в том, что хотя физически дары вождей были абсолютной копией друг друга, их внутренняя духовная кавана была совершенно уникальной. То есть, да, материально это 100% стандарт, но внутреннее состояние каждого лидера не повторилось ни разу. Давайте посмотрим, как это вообще выглядело на практике. Вот Нахшон из колена Иегуды приносит свои дары. В этот момент он думает о царской власти, посвящая ее Всевышнему. Следом идет лидер колена Иссахар, приносит ту же самую серебряную чашу, но вкладывает в нее смысл глубочайшего посвящения Торе. Зувулон освящает свою морскую торговлю. А когда подходит очередь Элицура из колена Реувена, он приносит тех же животных, но его кавана просто переполнена слезами раскаяния за прошлые ошибки его колена. Понимаете? Внешне сплошная стандартизация и рутина, а внутренне 12 совершенно разных уникальных вселенных. Суть тут в следующем. Для Творца просто не существует оптовых отношений. Есть прекрасная хасидская притча о маленьком мальчике-пастухе на Йом-Кипур. Он совершенно не умел читать молитвы, и поэтому он просто изо всех сил свистнул в свой пастуший свисток, вложив туда все свое сердце без остатка. И именно этот искренний звук прорвал небеса. Или, знаете, представьте себе музыканта в огромном оркестре, который играет на маленьком треугольнике. Его короткий день может казаться просто ничтожным, но без этой уникальной ноты симфония небес будет неполноценной. Всевышний всегда принимает наши дары только в розницу, индивидуально. Третья часть нашего разбора — взгляд Машиаха Йешуа. Этот принцип ведь не остался исключительно на страницах Танаха. Давайте откроем Брит Хадаша и убедимся, как небеса ценят внутреннее намерение куда выше сухой статистики.
Всего 2 монеты. 2 маленькие лепты бедной вдовы. И Иешуа сидит напротив храмовой сокровищницы, вокруг постоянно звенит золото, это богатые люди вносят огромные пожертвования. С точки зрения бухгалтерии храма, дар этой женщины — просто статистическая погрешность. Но Иешуа останавливает все. Он измеряет не финансовый объем, друзья, он измеряет ее кавану. Он видит ее колоссальное доверие и жертвенность, и именно поэтому ее 2 монетки становятся самым ценным даром за весь этот день. А вот еще одна цифра, которая бьет прямо в сердце. 12 лет невыносимых страданий. Огромная, давящая со всех сторон толпа. Все пытаются прикоснуться к Иешуа. И в этой толпе находится женщина, истощенная, совершенно незаметная. Все, чего она хотела, это просто тихо прикоснуться к его цитит, к кистям его одежды, и также тихо исчезнуть, навсегда оставшись безликой статистикой в толпе. Но что делает Иешуа? Он останавливает всю эту огромную процессию и говорит ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Он делает для нее то самое насо. Он поднимает ее голову. Он возвращает ей утраченное достоинство, называя ее дочерью перед всеми этими людьми, чтобы она, не дай бог, не ушла с чувством, будто украла чудо с черного хода. Там, где мир видел лишь плотную толпу, он увидел уникальную личность. И это подводит нас к 4-й части — Авода — труд как богослужение. Как же нам с вами взять этот древнее откровение и применить его прямо сейчас, в нашей порой такой изматывающей современной жизни? Давайте посмотрим, как это полностью преображает понимание нашей повседневной работы. В библейском иврите есть одно потрясающее слово — «авода». Оно означает нечто гораздо большее, чем просто работа. Понимаете, в Танаще вообще не было разделения между святым служением в мишкане и обычным честным трудом в поле. И то, и другое было аводой, то есть одновременным физическим трудом и поклонением Всевышнему. Никакого разделения на светское и духовное. Есть и еще одно важнейшее слово — карбан, то есть жертва. Оно происходит от корня «карав» — приближаться. Цель жертвы никогда, запомните, никогда не заключалась в том, чтобы дать Всевышнему что-то, в чем он нуждается. Ему не нужны наши материальные вещи. Смысл только в одном — чтобы через эти действия мы сами могли приблизиться к нему. Так как же нам переосмыслить нашу рутину сегодня? Все просто. Когда мы ранним утром с любовью готовим завтрак для своей семьи, это и есть наша уникальная серебряная чаша. Когда мы честно пишем код или собираем скучные отчеты в офисе, не пытаясь обмануть руководство, мы буквально освещаем свой рабочий день. Когда мы стоим в бесконечной глухой пробке и вместо того, чтобы злиться, благословляем этот город, мы приносим курение на наш повседневный алтарь. Наши самые обычные рутинные действия становятся святыней, как только в них появляется правильная кавана. И мы завершаем наше погружение в текст знаменитым Биркит Куаним, Аароновым благословением. В оригинальном тексте здесь спрятан невероятно красивый грамматический секрет. Эти слова были обращены к миллионной толпе, стоящей посреди пустыни. Но само благословение написано строго в единственном числе. «Благословит тебя, сохранит тебя». Это значит, что Всевышний обращается к каждому из нас абсолютно индивидуально, говоря прямо в сердце. Друзья, каждому из нас сегодня очень важно услышать этот призыв. Пожалуйста, перестаньте сравнивать свою жизнь с отфильтрованными картинками чужого мнимого успеха. Перестаньте обесценивать свои ежедневные, казалось бы, маленькие шаги. Духовный рост — это и есть дисциплина. И ваша тихая, ежедневная кавана, ваша верность в малом — все это скрупулезно, с огромной любовью записывается на небесах. Завершая этот разбор, давайте бросим себе вызов и честно ответим на один вопрос. Как каждый из нас прямо сегодня наполнить свою обычную рутину правильной каваной? Помните, что обыденность может стать непрерывным служением. Если наше сегодняшнее погружение в текст открыло для вас что-то новое, обязательно поделитесь им. Давайте поможем умножить свет и поддержать тех, кто, возможно, отчаялся от повседневности. Шалом, друзья, и до новых встреч в нашем следующем разборе.